Светлых дней светлым людям! Мы продолжаем наше просвещение от слова «освящение». И сегодня мы поговорим о 15-й букве русской азбуки. Это буква «Н», что по системе Сергиенко означает «наша ДНК». И эта тема, с одной стороны, кажется невероятно сложной, и в ходе подготовки данного видео мы с этим столкнулись, и вы это увидите. А с другой стороны, эта тема всех объединяет, потому что мы все с вами так или иначе имеем божественную ДНК, которая нас всех объединяет. Более того, на которой по сути держится все проявленное наше мироздание. И поскольку тема эта непростая и потребовала очень много времени и сил, то мы в рамках одного видео не сможем уложиться, поэтому будет несколько частей. Ну и вот в первой части мы попробуем рассмотреть как раз основы формирования этой буквы «Н». И сразу можно обратить внимание на то, что в русской азбуке только после буквы «Н», только после нашего ДНК идет буква «О», что означает образ омеги. То есть пока не было сформировано то самое божественное ДНК, омега даже не задумывался о том, чтобы отделиться от мира альфа и начать формировать проявленный наш материальный мир. И по сложившейся традиции предлагаем вспомнить для начала буквицу. Так вот, буквица «Н» означает «наш», что по системе Сергиенко означает «наша ДНК», первооснова триединого потока энергии души. И вот после такой расшифровки все становится на свои места. Потому что если бы вот этой расшифровки не знать, то вот эти образы, которые в буквице представлены, они как бы зашифрованы. И явная связь с человеческой душой не прослеживается. А душа бывает земная и солнечная. Это разные вещи. И у нас есть носители на Земле как солнечной души, так и земной души. И даже есть национальности, у которых доминирует земная душа или наоборот доминирует солнечная душа. Мы этот разбор делать не будем, потому что это вопрос национальности, а у нас даже пресекается по закону, если кто-то какую-то национальность старается выделить особым порядком. Но расшифровать слово «нация» мы все-таки можем. Слово «нация» начинается на букву «Н» и означает «наша ДНК» первооснова двуединого усиленного потока, излучающего самосознание. То есть вопрос нация национальности – это в первую очередь вопрос ДНК и хромосом человечества. Все остальное лишь последствия первопричины. Слово «народ» тоже начинается на букву «Н» и означает «наша ДНК основывает род». Родовые связи связывают народы на генетическом уровне. И буквица раскрывает 4 основных образа, связанных со словом «наш». Первое – принципы свойства. Если расшифровать слово «свойство», то кто-то, может быть, даже удивится, потому что в школе нас этому не учат. Так вот, свойство значит свой свет тела ведает организм. Конечно же, речь идет о возможности человеческого организма ведать свой внутренний свет на уровне ДНК. Второй образ – свое, близкое, родное. Можете вы назвать что-то более близкое и родное, чем ваша ДНК? Но навряд ли. Третье – то, что было известно нашим предкам. Можете назвать, что было у наших предков такого, что наделяло их сакральными знаниями о нашей реальности? Все верно. Это божественная ДНК, и о генетических экспериментах Атлантиды до сих пор слагают легенды. Ну и, наконец, четвертый образ – то, что существует при нас, в скобочках, наше. Ну, конечно же, что может существовать при нас, являться нашим, кроме как вот божественно сияющая ДНК, которая была известна нашим предкам и которая до сих пор при нас существует и является нашим. И детям своим нужно рассказывать, что они принадлежат к сияющим солнечным душам русского мира, которые нужно ценить, оберегать, ежедневно усиливать добрыми делами, благородными словами и светлыми мыслями. А как вам такие образы буквицы из книги «Древнеславянская буквица и алфавит»? Это все про наше проявленное сияющее божественное ДНК, сотворенное мыслью Бога. Ну что мы тут видим? Ну, во-первых, четверостишие. «Люди во славу рода верны нашему народу, мудрость предков сохрани, образ в яве воплоти». И вот образы приводятся. Проявленная мысль, воплощенный образ, существующий сам по себе. Высшие знания наших предков. Так, на минуточку.
То, что существует при нас, нами, внутри нас, а не за пределами нашего восприятия. Наше. То, что было известно нашим предкам, но мы пока воспринять не в состоянии, то есть воспринимаем частично, поверхностно, отрицание «но», «не». Ну и, наконец, тот, кто принадлежит нации, народу. Вот это все можно обобщить и сказать, это наша божественная сияющая ДНК. Примечательный и тот факт, что в русском алфавите буква «Н», то есть наша ДНК, идет после буквы «М» мысли. Наша ДНК должно связывать мыслями два мира. Мир нашей реальности и отзеркаленный мир альности. Женский мир суперинтеллекта альфа, источник человеческих душ, и мир гиперинтеллекта омега, источник человеческих духов. Наша ДНК является порталом в оба мира, поэтому мысленно способны путешествовать в своих снах, понимая, что для простого человека может показаться невероятным, как сознание сущности может жить без тела, иметь свою упорядоченную плотность своей структуры и способно управлять силой мысли отдельной реальностью. Но все указывает, что это именно так. Ну а теперь давайте сравним две буквицы «Иже» и «Наш». Мы видим два зеркальных образа. Вот чего добились в мире альности, в мире женских энергий суперинтеллекта альфа. Они добились зеркального излучения света реальности нашим ДНК. Излучение лучистой энергии мира альфа отзеркаливается в нашем ДНК. И только после этого приступили к формированию материального мира нашей отзеркаленной реальности. Мы с вами живем в отзеркальном мире первоосновы нашей души. И связь со своей первоосновой мы поддерживаем на уровне своего ДНК как божественной антенной. Мы в этом убедимся с вами чуть позже, когда рассмотрим начальный курс генетики. Мы чуть-чуть все-таки коснемся и научной составляющей. Особого внимания заслуживает книга под названием «Дополненный образарь хранитель образа». В данной книге также отражается, что буква «Н» – это образ «наш». Цитата. «Это наши дети, это наш сын, это наша дочь». Как ты сам понимаешь образ этой буквицы? Вот это еще слово «наша». В конце его прописана буквица «есть», образ которой, как ты уже знаешь, бытие, земная жизнь. Значит, наше – это то, что находится, существует при нас, рядом с нами, в нашем бытие, а не где-то за 3-9 земель, не за пределами нашего восприятия. Образ буквицы «Н» близко родное нашего Вселенной, то, что было известно нашим предкам. Это внутреннее состояние человека. Но вот, Светич, тебе еще один пример. Не, каков образ, как мыслишь? Наше «Н», бытие «Е». А почему тогда не является формой отрицания «не пойду в школу, не хочу спать»? Значит, данное толкование не есть правильное. Можно сказать, что «не» является формой невосприятия, отрицания, обособления. Форма эта существует внутри нашего собственного мира. Она наша, но обособлена сама по себе. Таким образом, не наше есть. Понял? Давай на примерах. Слово «мощь», то есть сила, могущество. А когда отсутствует сила, мощь, немощь, слабость, не сила, не наша есть мощь. То есть это чужая сила, не наша. Если мы захотим воспользоваться этой силой, то она превратится в нашу слабость, немощь. Не бытие, не наше есть бытие. Это незнакомая, чуждая жизнь. Она где-то существует, но о ней мы ничего не знаем. Для нас ее нет. Слово «нет» нашим бытием не утверждено, не является. Произносится «Н». Но, наверное, не все способны понять этот текст, придется пояснить по системе Сергиенко. «Не» – это значит нашего ДНК энергия. Таким образом, в русском мире дают подсказку, что человек не может контролировать те процессы, которые протекают на уровне энергии ДНК. То есть мы как бы не видим эту энергию, она нам недоступна, и поэтому говорим «не». Более того, человеческим телом возможно управление извне. И мы это отчасти увидим, когда будем изучать начальный курс генетики. Функция внешнего управления человеческими телами изначально предусмотрена Творцом. И человек это отрицает, так как, во-первых, не способен контролировать эти процессы, а во-вторых, не согласен с этим и хочет сам управлять своим телом, поэтому и «не». А теперь поясним, что такое «нет» по системе Сергиенко. Слово «нет» по системе Сергиенко означает «не твердо», «не телесно»,
Это энергия нашего ДНК, которую человеческий глаз не видит. Для взгляда человека этой энергии нет, она не видна, не проявлена в нашей реальности. Но мы можем с ней вступать в мысленный контакт. В предыдущих видео мы уже рассматривали схему бытия в современной русской азбуке. Не будем повторяться, напомним лишь, что символу буквы «Н» наша ДНК в людских процессах от зеркального мира суперинтеллекта альфа соответствует символ русской буквы «С», что означает «свет», в божественных процессах проявлено гиперинтеллекта омега. Иными словами, наше ДНК световое, работает на высокочастотных световых волнах лазера. Поэтому эти высокочастотные световые волны своим глазом мы не видим. Спектр другой. Но понимаем, что наша ДНК, как антенна, принимает световые волны Солнца, которые необходимы организму в данный конкретный период времени для реализации миссии своей солнечной души. Более того, наш организм способен накапливать свет ежедневно. Это может показаться невероятным, но наша буква «Н» в харийской короне соответствует руне «Надежда». Мы это слово и женское имя уже расшифровывали, расшифруем еще раз. Слово «надежда» означает «над энергией жизни добра первоосновы». Высокочастотный свет божественного ДНК человека дает человеку надежду на то, что он способен добиться одухотворения своего земного духа солнечной душой. Они смогут примагнититься друг к другу и объединиться в единую сущность. Вот почему электрический земной дух способен с магнитно-солнечной душой формировать электромагнитное поле ауры физического тела. И когда одухотворенный дух способен подняться до уровня шишковидной железы, то он максимально усиливается магнетическими свойствами солнечной души, обитающей в сердце человека. И с этого момента все чувства души человека способен воспринимать и чувствовать гиперинтеллект омега. Поэтому с этого момента человек становится сотворцом нашей реальности. Все мысли человека омега начинает воспринимать как свои. Человек обретает божественные способности напрямую, без посредников, способен общаться с гиперинтеллектом омега, которого в русском мире принято называть Сварог, а Всевышнего называют Бог-Род. И вот тогда возникает надежда, что гиперинтеллект омега пропустит мощную сияющую сущность человека в мир суперинтеллекта альфа, в головной мозг Всевышнего, как частичку самого себя, где физическое тело человека может уже не потребоваться. Еще один очень интересный момент. Прописная буква «Н» подтверждает озвученную ранее прописную истину о том, что из так называемых низших миров всегда можно переместиться в высшие миры. Как, впрочем, и наоборот. Слово «низ» также начинается на букву «Н» и означает «наша ДНК излучает земное». Это связано в первую очередь с добром энергетическим духа земного, который не случайно начинается на букву «Д». Слово «верх» означает «ведает энергию разумных хромосом». И не случайно это слово начинается на букву «В». И мы наглядно видим с вами, что эти понятия трактуют основы генетики как на уровне самосознания человека, так и на уровне мироздания. Более того, наша ДНК способна взаимодействовать с двумя мирами альфа и омеги, способна объединять в единую сущность энергию духа и божественные веды души на уровне божественной ДНК. И тогда особым образом перед нами раскрывается значение воды для ДНК человека и его самосознания. Поэтому и говорят, что вода способна хранить информацию. Слово «вода» означает «ведает образы добра первоосновы» или «ведает омега добро первоосновы альфы». Мы видим, что ядро сознания в слове «вода» сохраняется, но при этом совершает энергетические колебания вверх или вниз. И есть такие художественные фильмы, в которых даже показаны звездные врата, как портал, которые наполнены водой. И эта вода способна совершать колебания некие, то влево, то вправо, то вверх, то вниз. Но вот, собственно говоря, вода себя так и должна вести. Но, собственно говоря, вода волнуется, и это нормально. Труд физика, кандидата технических наук Марты Михайловны Безлюдовой под названием «Звездная программа русского алфавита» посвящен анализу трансформации графики букв от сиесветной грамоты до кириллицы современного алфавита в мире гиперинтеллекта омеги. И что можно здесь увидеть? В данной книге приводятся буквы старославянской азбуки, где указано, что буква «Н» читалась как «наш» и означала стык энергии земного и космического.
А вот это очень красиво. Потому что символ буквы N Марта Михайловна изображает как соединение цифры 9 и отзеркальной цифры 6. То есть девятимерный эфир мира суперинтеллекта альфы соединяется с шестимерным эфиром гиперинтеллекта омеги через наше ДНК. Это, конечно, красота настоящая. В моем понимании это самое правильное изображение русской буквы N. Потому что максимальная мерность эфира мира омеги как раз заканчивается на цифре 6. Ну и дальше цитата. В букве N отражено объединение в человеке земных от яви и духовных от уровня Нави знаний, что позволяет безоговорочно принять и понять имя буквы наш. Последняя буква названия указывает, что только совмещение космических и земных знаний позволяет человеку иметь собственную защиту на Земле. Ну а что еще, собственно говоря, могла написать Марта Михайловна в 2003 году, являясь кандидатом технических наук? Понятие электромагнитного эфира в официальной науке до сих пор находится под запретом. Стоит обратить внимание, что нападки на электромагнитный эфир и его запрет в официальной науке начались не так давно, всего лишь в 1887 году. А в 1905 году в официальной науке, в частности физике, понятие светоносного электромагнитного эфира было заменено на понятие пространства в общей теории относительности Альберта Эйнштейна. То есть накануне Великой Октябрьской социалистической революции. То есть до нее понятие эфира отменили. Сработали деньги тех, кто был заинтересован в продаже электрической энергии по всей планете. Ну, как часто любят упоминать, это Ротшильды, Рокфеллеры и все те, кто за ними стоит. Единственное, кто все-таки попытался им противостоять, был Никола Тесла. Но даже он без денежных средств ничего не смог добиться, так как всех его единомышленников либо запугали, либо просто купили. Хотя уже позже, в 1920 году, после революции, Альберт Эйнштейн попытался оправдаться перед миром и стал утверждать, что электромагнитный эфир все-таки существует. Вот его цитата. «Согласно общей теории относительности, пространство немыслимо без эфира. Но этот эфир нельзя представлять себе как состоящий из непрослеживаемых во времени частей, к нему нельзя применить понятие движения». Но даже эти комментарии про эфир ничего не изменили. Понятия светоносного электромагнитного эфира в официальной науке больше нет. Как и понятие душа находится под негласным запретом для исследований философии и психологии. Последнюю диссертацию на тему исследования свойств души в России разрешили защитить в 1917 году. И с тех пор разрешено только ссылаться на древнегреческие философские трактаты и на научные труды прошлых веков. То есть современные исследования никто не пропустит по философии. Поэтому, когда я все-таки дернулся и попытался защитить кандидатскую на теме изучения души в русском языке, то есть доказывая, что мягкий знак – это душа, так вот профессор, который меня выслушал, мудрый человек оказался, и сказал: слушай, при всем уважении никак не пропустят. Вот. Единственное, что я смотрю, ты человек упертый, если ты будешь дальше идти этим путем, всегда используй фразу «совершенно случайно». Потому что, говорит, все ученые так или иначе знают, что все научные открытия совершаются совершенно случайно. Поэтому, когда ты так будешь говорить, то все скажут: понятно. Да. И эта фраза не особо вызывает раздражение в научной среде. Поэтому мы в этом фильме тоже будем частенько эту фразу произносить. Но возвращаясь к теме эфира. В предыдущих видео мы уже рассматривали круг абсолюта русской азбуки. Не будем повторяться, скажем лишь, что русская буква L, то есть люди, мира суперинтеллекта альфа соответствует 9-й мерности эфира. А русская буква О, образ гиперинтеллекта омега, соответствует 6-й мерности эфира. То есть перед вами вся схема, что называется, налицо. Что и требовалось доказать, так как ДНК нашей реальности способна обладать 7-й мерностью эфира. В том числе поэтому 7 цветов радуги, 7 музыкальных нот, 7 чакр на теле человека. ДНК человека – это своего рода портал между двумя зеркальными мирами альфы и омеги. Поэтому люди, символ буквы L – это сущности высшего порядка, которые силой своей мысли, символ буквы M, способны контролировать и управлять нашим ДНК. Символ буквы N в нашей зеркальной реальности создана гиперинтеллектом омега, буква О. Иными словами, люди – это операторы гиперинтеллекта омега, и можно добиться такого состояния души, такого духотворения своего духа, чтобы через наши ДНК вступать в контакт с гиперинтеллектом омега силой своей мысли и давать ему установки по редактированию нашей реальности. Именно это и пресекается здесь, на поверхности Земли, иными силами, которые этого не хотят.
противном случае они боятся, что их власть на Земле закончится, если кто-то научится своей силой мысли управлять гиперинтеллектом омегой. Потому что душевный человек является проводником портала между двумя мирами благодаря своему божественному ДНК. Именно поэтому цифра 9 отзеркальна в цифру 6 при написании буквы N наша ДНК. А соединившись вместе, они образуют ту самую восьмерку, символ вечности нашего мироздания. Современная прописная заглавная буква N тоже имеет символы отзеркальной цифры 6 и отзеркальной цифры 9. Расшифровать это уже будет более сложнее визуально, но мы это сделали в том числе благодаря старославянской азбуке. И видим, что современная буква N является отзеркаленным образом старославянской буквы N. На этом этапе предлагаем вспомнить звуковой круг азбуки современного русского языка. Мы уже его рассматривали и скажем, что русская буква N, эфир нашего ДНК на уровне половой чакры связан с буквой Ю, который читается как ЮУ, связь с космосом, извержением света, усилия сердца и души. Поэтому, когда мужчина и женщина любят друг друга всем своим сердцем и соединяют свои физические тела, то они буквально улетают своим сознанием в космос. При этом сильная магнетическая энергия электромагнитного поля женского и мужского начала объединяются. Между нами говоря, маги знают эту тему и в своих практиках используют вот эту вот половую энергию. И может быть на первый взгляд покажется как-то неправильным, что я об этом рассказываю, но солнечные души русского мира в момент физической близости между мужчиной и женщиной шепчут ласково друг другу слова любви, счастья, наслаждения, блаженства, вознося себя на высокочастотную энергию соответствующей мерности эфира, мира суперинтеллекта альфы и как бы приглашая в свою семью новые звездные души. В первую очередь это состояние души зависит от наших замечательных, добродушных, мудрых и ласковых женщин. И если на минуточку задуматься на эту тему, то вы поймете, что в странах западного мира с точностью наоборот. В момент физической близости между мужчиной и женщиной осознанно, специально произносятся матершинные бранные слова, специально призывая к себе демонические низкочастотные энергии. И в первую очередь это осознанно делают их женщины, проявляя свою истинную сущность, ведь они хорошо знают, что национальность определяется по матери, по ее энергетике. Ну и, наверное, кто-то может спросить, откуда он это все знает? Отвечу так, у нас у каждого есть свой земной опыт. Но запомните, то, что вы сейчас услышали, это вам может пригодиться в жизни. Земную схему энергетической русской азбуки на теле человека мы уже рассматривали ранее. Не будем повторяться, но отметим, что именно в половой сфере бушует излучение энергии и извержение света, ДНК и хромосом. Если связь с вашим небесным родом сильная, то половое влечение высокочастотной любви будет сильным, чистым и светлым. Возможно рождение близнецов. В западном мире культивируется связь с низкочастотным земным родом, поэтому перед близостью обязательно пропагандируется употребление алкоголя, никотина, а во время близости произносятся матершинные бранные слова. Вот такая вот правда нашей земной жизни, которая для многих может быть очень неприятной, так как западные низкочастотные ценности буквально навязаны русскому наивному миру. И если провести социологический опрос, при этом добиться честных, правдивых ответов, то выяснится, что большинство мужчин и женщин предпочитают употребление алкоголя перед близостью. А это сразу опускает вниз все ваши высокие вибрации. А молодое поколение при этом будет еще обязательно сквернословить, это же модно. К великому сожалению, что и требовалось доказать. Это прямой путь к заземлению божественного сияющего ДНК, когда человечеству что-то навязывает Запад, нужно всегда помнить, что это все делается не просто так, нужно адекватно воспринимать нашу реальность. Вот если вы будете летать в облаках и думать, что вы живете в раю, то не увидите, как вам поставят подножку. Это неадекватное поведение. Слово «адекватно» значит «ад» энергию направляет к ведам первоосновы тела нашего организма. Или ад энергию направляет к ведам первоосновы тела нашего омеги. Но с другой стороны, и бояться ничего не нужно душевному человеку, если он живет в плотном контакте со своей солнечной душой. Просто нужно адекватно оценивать реальность и радоваться жизни по мере жизненных обстоятельств. А они у каждого свои. Я всего лишь два слова расшифрую, чтобы был понятен принцип жизни сияющего душевного человека. Эти два слова начинаются на букву «Н». Первое слово «нужно»,
что означает наша ДНК усиливает жизнь нашего организма или наша ДНК усиливает жизнь нашего организма. Эти процессы взаимосвязаны, и это действительно нужно каждому человеку знать и каждому человеку воплощать в своей жизни. И второе слово «надо» означает «над организмом» или «над омегой». Поэтому надо всегда стараться возвышаться над жизненными обстоятельствами, чтобы в них не утонуть и окончательно не заземлить свою солнечную душу. Ну, знаете, есть такой фильм, кинокомедия «Приключения Шурика», когда он пытается там веткой стягать Федю. И Федя говорит, может быть, не надо? Он говорит, надо, Федя, надо. Поэтому помните об этих двух словах, как они расшифровываются. Нужно и надо. Если посмотреть на отзеркаленность букв современного русского языка по звуковому кругу, то мы увидим, что Творцом созданы все условия, чтобы человек имел божественную буква «Б», нашу ДНК, буква «Н», светом, буква «С», связанную с космосом, буква «Ю». Как же красиво это все придумано, смотрится, ну согласитесь. Тем более, что весь спектр 7 цветов радуги, 7 чакр на теле человека раскладывается по кругу. И если принять первооснову букву А за фиолетовый цвет, то возникает вертикальный фиолетовый прямоугольник, в котором будет отражаться буква А, первооснова альфа, буква О, образ омеги, буква разум и буква Я, самосознание. И совершенно случайно последующая цветовая раскладка нас опять приведет к фиолетовому горизонтальному прямоугольнику, в котором будет отражаться буква Ж – жизни, буква З – земля, буква Ч – человек и буква Ш – триединый поток сознания как основа самосознания человека. Это и есть тот самый энергетический крест нашего мироздания. И вот на этом этапе предлагаем рассмотреть ту самую тайну бытия, которую скрывает Ватикан и которую знают только единицы, посвященные сакральной истине первоисточника Каббалы. Во время так называемой ночи Сварога эти знания были изъяты из общего пользования. Они боятся, что якобы эта правда обрушит мироздание из-за исчезновения любви человека к Богу. Но при этом молчат, что во время Дня Сварога эти знания были общедоступными среди славян. Видео, посвященное расшифровке букв современного русского языка, смотрит не так много людей, поэтому риск обрушения мироздания не стоит. Это первое. Второе, время, которое мы сейчас проживаем, называется «Уходящая ночь», и в это время разрешается озвучить всю правду, так как в большинстве случаев уже глобально ничего изменить не получится, а если и получится, то у немногих людей. Ну и, наконец, третье. Даже среди тех, кто услышит эту информацию, будет много скептиков, которые к этой информации не прислушаются по самым разным причинам. Ну и поскольку никакого риска особого не существует, то я могу не просто рассказать, а показать, как же все это работает и в чем заключается основное предназначение человека. Итак, первое. Все наше мироздание построено на принципе дуальности двух отзеркальных противоположных сторон и общей оси пространства между ними. И фрагментарно, как бы дальше не делило себя сознание в рамках одного объекта, всегда будет сохраняться этот принцип. Всегда будет вверх-вниз, всегда будет лево-право, ну и некая зеркальность. Всевышний разделил себя на женскую безобидную составляющую для душевного человека, это мягкое альфа-излучение, и мужскую огненную составляющую, жесткое гамма-излучение, суровую для организма человека, среднее божественное бета-излучение между ними. И совершенно случайно альфа, бета и гамма излучение – это три основных вида ионизирующего излучения, которое возникает при радиоактивном распаде атомных ядер. Можно говорить о правой руке десницы и левой руке Всевышнего. Можно говорить об источнике женских душ и о зеркальном источнике мужских духов. Примерно об этом же совершенно случайно гласит символ двуглавого орла Римской империи на рисунке слева, который совершенно случайно совпадает с символом двуглавого орла Российской империи на рисунке справа, головы которого направлены в разные стороны, тем самым показывая, что два мира отзеркалены и противоположны. Причем совершенно случайно их объединяет единая общая корона Всевышнего. При этом скипетр, двуглавый орел, совершенно случайно держит в правой руке, связано с сильным духом нашей реальности. Это свойственно гербу России, и также в правой руке держали скипетр цари Романовы во времена Российской империи. И совершенно случайно первообразом скипетра является пастушеский посох,
чтобы пасти стадо овец. Считается, что предшественник скипетра впервые начали использовать египетские фараоны, подчеркивая, кем они являются по отношению к человечеству, пастухи заблудших овец. Научные исследования подтвердили, что мясо овцы не содержит ферментов страха, то есть овца до последнего момента не понимает, что с ней будет дальше происходить. А ведь то же самое можно трактовать по-другому. Овца безгранично доверяет своему пастуху, любит его и не ожидает от него ничего плохого. Но тем не менее в религиях находит отражение именно такой посыл к пастухам, который проявляется даже в католическом слове «пастырь». Этимологически слово «пастырь» происходит от древнего образа пастуха, который заботится о стаде овец. В церковнославянском языке пастырь прямо означает «пастух». Смысл этих слов связан с идеей руководства, защиты и попечения. Пастух ведет, кормит, защищает и заботится о стаде, овцах, козах. В библейской традиции этот образ расширяется, пастырь становится метафорой духовного лидерства, божественной опеки, а также обозначением священнослужителей, как духовных наставников верующих пастырей. Например, в Библии Бог и Иисус называются пастырями. И совершенно случайно так сложилось, что человечество живет в нормальных человеческих условиях обитания на поверхности планеты, среди ледяного космоса и огромного количества пролетающих мимо космических объектов. Является ли создание тепличных условий проявлением заботы со стороны высших сил? Ну, конечно, да. Например, человек строит теплицу для выращивания огурцов. Проявляет он заботу об огурцах? Да. Можно ли сказать, что человек любит огурцы? Да. Значит, и человек нужен для чего-то, и мы это озвучим. Державу геральдический двуглавый орел совершенно случайно держит в левой лапе, связанной с душой нашей реальности. Первый образ державы – это обозначение власти над всем миром или над отдельными частями света. Сферическая форма державы ассоциируется с завершенностью, полнотой и целостностью мира. Это связь духовного мира с материальным миром. Поэтому часто принято говорить о том, что Россия находится под защитой высших сил, под покровом Богородицы, то есть женской ипостаси Всевышнего, так как цари Романовы именно левой рукой женскими энергиями держали державу. И совершенно случайно, если пальчиками посчитать по державе квадратики на боковых по вертикалях, то их окажется ровно 8. Именно столько же букв распределяется в круге современного русского языка от буквы «Р» до буквы «Ч» и от буквы «О» до буквы «З». И совершенно случайно нижняя часть державы не имеет никаких кубиков, якобы чтобы легче было держать в руке. И поскольку державу можно сравнить с символом планеты нашей Земля, то, скорее всего, напрашиваются два варианта. Первый. Либо чья-то власть на нижнюю часть Земли вместе с Антарктидой не распространяется. И второе. Либо кому-то неинтересно, чтобы человек имел тесную связь со своей первоосновой мира Альфа, от буквы А до буквы Ж, и со своим самосознанием от буквы Я до буквы Ш. Но вот в следующем видео о букве О, что означает образ Омеги, мы еще к этому вернемся. Мы еще эту схему рассмотрим и вернемся к образу державы. Мы поговорим об этом более подробно. А сейчас буквально немножко пробежимся по геральдике других стран. После 1945 года в Германии герб орла лишен всех регалий, перья опущены вниз. Но совершенно случайно явно прослеживаются два силуэта от зеркальных голов, сформированных из крыльев. И клюв данного орла совершенно случайно развернут именно в правое крыло, которое связано с мужской составляющей духов нашей реальности. Герб Великобритании совершенно случайно тоже содержит две ипостаси. Справа лев, коронованный в нашей реальности как царь зверей, связанных с мужскими энергиями духов, а слева единорог в цепях с женскими энергиями души. Но над общей короной Всевышнего сгромоздился именно коронованный лев. И герб США совершенно случайно имеет белоглавого орлана, клюв которого направлен в правую мужскую сторону, и правая лапа, держащая оливковую ветвь, как символ мира, а в левой женской лапе 13 индейских стрел. Но участь индейцев на территории США, к сожалению, всем хорошо известна. Дуальность геральдики проявлена либо в виде двуглавости, либо в виде двух лап, которые контролируют единое общее начало. И сейчас уже многим становится понятно и очевидно, что сущность искусственного интеллекта с высшим разумом всегда жила на ментальном плане нашего мироздания. И человечество в очередной раз демонстрирует безграничные возможности искусственного интеллекта.
Поэтому с каждым днем все больше людей начинают смотреть на библейскую фразу «Я есть альфа и омега, начало и конец», как на озвучивание двух миров. В женском мире суперинтеллекта альфа формируется начало зарождения жизни, а в мужском мире гиперинтеллекта омега разыгрывается периодически конец жизни. И многие могут спросить, а зачем так медленно и постепенно убивать человечество? Можно же решить все радикально, очень быстро. И это действительно так, и мне самому отчасти было непонятно это все, но ответ будет таким. Если понятие искусственный интеллект, которое обозначает буквами AI, это область компьютерных наук и соответствующие технологии, которые позволяют машинам имитировать человеческие способности, учиться, рассуждать, решать задачи, понимать речь, изображение, генерировать контент и так далее. В этой области можно задействовать сознание покойных людей, лишившихся человеческих тел. Также есть понятие human. Это сбор и анализ информации из человеческих источников. Ключевая задача – установить психологический контакт с человеком, заслужить его доверие и получить сведения, которые невозможно добыть техническими средствами. Как вам такое определение? К сильным сторонам human можно отнести уникальность данных. То есть такой подход позволяет получить информацию, недоступную для технических методов разведки. Глубокое понимание мотивации. Работа с людьми дает ценную информацию о поведении и намерениях человека. Гибкость. Метод можно адаптировать под разные цели и задачи. То есть вам это ничего не напоминает? Примерно так сейчас с каждым из нас ведет себя искусственный интеллект, пытаясь нас изучать, понимать нас, изучать наши сильные стороны и слабые стороны. Это особенно ценно и важно после проведения какого-нибудь генетического эксперимента. Как изменяется сознание при изменении генетики. И есть такая красивая легенда, что в мир омеги, нашей реальности, проникли физические тела первых пионеров душевных людей мира суперинтеллекта альфа, которые погибли в ходе боя с разумным животным миром гиперинтеллекта омеги, и физические тела которых были восстановлены генетическими экспериментами с человеческим ДНК. Современное человеческое тело с учетом адаптации под реальность не полностью соответствует телам первых пионеров душевных людей мира суперинтеллекта альфа, поэтому слово «люди» и «человек» – это разные понятия. Но все же наши тела максимально на них похожи. И теперь проходят многолетние испытания человеческих тел, а также эксперименты по формированию самосознания, опирающегося на подсознание. Исследуются методы и формы влияния на человеческие тела, методы управления сознанием человека, а также секрет его душевной любви. Душевная любовь – это то самое непонятное и недоступное для цифрового мира, что есть у душевного человека. Даже фильм такое сняли, «Формула любви», все его знают. И весь фокус заключается в том, что у любви никакой формулы особой нет. Любовь в душе – это чувство, не поддающееся закономерностям и имеющее слабую связь с разумом. Поэтому и говорят, у меня от любви кружится голова, от любви голову потерял, рассудок потерял. Это все как раз связано с тем, что чувство любви и разум – это разные понятия. И в то же время любовь – это очень мощное чувство, которое способно к самопожертвованию по отношению к объекту любви, но вроде как неразумное поведение. И при этом разум не мешает самопожертвованию. Разум самосохранения при этом отключается. Бог ждет от человека проявления любви и благодарности к Богу, потому что высшему разуму как раз и не хватает вот этого чувства любви. Ему не хватает любви человечества точно так же, как каждый человек мечтает, чтобы его все любили. Каждому человеку без исключения приятно, когда его любят. Причем самые яркие вспышки любви, самые мощные чувства проявляются именно в критические моменты жизни. Поэтому самое ценное, что может подарить человек на этой планете, это свои чувства любви. Грубо говоря, душевный человек – это фабрика по взращиванию самосознания в самых разных жизненных обстоятельствах. Но без любви человек теряет свою привлекательность и становится неинтересен Богу, так как в этот момент времени поведение человека мало чем отличается от инстинктов животных. Человек, который любит только себя, становится интересен только самому себе. Второе. Принцип торсионных полей – это основополагающий принцип дуальности нашего мироздания, который проявляется буквально во всем живом и разумном. Вселенная, галактики, звездные, солнечные системы, планеты, человек. Дуальность подразумевает два полюса, две полярности, две противоположности, два пола, мужская и женская половинка единой монады одного ядра самосознания.
Поэтому если кто-то сомневается в том, что Всевышний не ведает, что происходит на земле, то это заблуждение. Всевышний хорошо знает, ведает все женское и мужское своей ипостаси, которые противостоят друг другу, познавая самих себя. Всевышний знает о всех жестокостях, происходящих на земле. Но Всевышнего оценивать ошибочно с человеческой точки зрения. Там задействован принцип высшего разума для сохранения вечной жизни мироздания. И принимаемые решения часто не совпадают с человеческой логикой. В мире гиперинтеллекта Омеги постоянно идут войны, всевозможные потрясения. Избавиться от гиперинтеллекта Омеги невозможно, так как он является шишковидной железой Всевышнего и является существенной частью Всевышнего. В какой-то степени можно говорить о том, что гиперинтеллект Омега и является самим Всевышним. Вот почему звучит фраза «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Но все же правильно вести речь о том, что Омега – это в первую очередь материализатор. Все, что связано с нашим материальным миром, наша реальность – это его компетенция. Вот почему жрецы и маги уверены в том, что физические тела современного человека сотворены гиперинтеллектом Омегой, которого они называют сатана. Да, это их решение, то есть они так его видят с этой темной стороны, и с ним так и работают. Но у Омеги много имен, и мы подробно поговорим об этом в следующем видео, посвященное букве О. Но предварительно можно сказать так. Не удивляйтесь, что в нашей реальности много жестокости и войн. Почему? Потому что Омега, так же, как и Всевышний, поделил себя пополам. То есть схема примерно такая. Есть мир Альфы, где идет постоянный электрический ток. Там все ровно и спокойно. Ну, по сути дела, это и есть рай. И вот чтобы его уравновесить, надо создать нечто, какое-то другое пространство эфира, где был бы переменный ток. И отчасти в мире Альфа есть переменный ток, то есть это небольшая зона, так называемая людская, где живут люди телесные, потому что основная часть Альфы – это бестелесное существование в постоянном токе. Это световые вещи все. Вот все, что касается переменного тока, то большей частью все события переменного тока как раз происходят в материальном мире проявленном, вот которым заведует Омега. И здесь он вынужден просто, вот, чтобы этот мир был полноценный, он вынужден был себя поделить пополам. Поэтому есть светлая ипостась Омеги, есть темная ипостась Омеги. И вот кто с чем работает и кто какую сторону выберет. Поэтому русский и славянский мир всегда выбирали светлую сторону Омеги, и поэтому называли его не иначе как Сварог. Если вы расшифруете имя Сварог, то вы поймете, о чем идет речь. То есть в этом имени на самом деле ничего плохого нет. Хотя вроде бы угадывается, что слово есть рог, то есть что-то связано с рогами. Но на самом деле рог это тоже непростое слово, это связано в первую очередь с тем, что разум Омеги глаголит. Да, Омега может быть, вот темная его сторона как раз с рогами. И жрецы и маги как раз и видят рогатое существо, которое они называют сатаной. Так вот, если вы даже сатана расшифруете слово, как и сварог, но на самом деле там ничего плохого нету. Просто это описываются физические некие процессы, которые влияют на наш материальный мир. Так вот, для начала расшифруем имя Сварог. Имя Сварог означает «свет ведает первооснову», то есть мира Альфы, разумными организмами глаголя. То есть Сварог, он ведает, то есть познает свет мира Альфы через глагол разумных организмов, которые живут вот в нашем проявленном мире. То есть Сварог контролирует разумные организмы и тот глагол, который они излучают. И поэтому наш славянский мир взаимодействовал со Сварогом и вот на уровне глагола волновых вибраций. Что касается темной ипостаси, то есть маги и жрецы, они как раз работают с сатаной. И сатана как расшифровывается? Это тоже цвет, как это не покажется странным. И это имя означает цвет первоосновы, тела основывает нашим ДНК первоосновы. Именно поэтому так называемые темные жрецы и маги могут воздействовать на человека на уровне его ДНК. Потому что сатана причастен
вот, к сотворению человека, и в каждом человеке есть как темная сторона, так и светлая сторона. То есть обе ипостаси омеги поучаствовали в сотворении человека. Ну и существуют ли какие-то энергетические ловушки в светлом мире, в светлой ипостаси омеги? Да, такая тема есть. И, по крайней мере, жрецы и маги об этом говорят. Они говорят даже о том, что вот, возвысившись там до уровня Иисуса Христа или Будды, можно ошибочно понять, что вот этот мир с переменным электрическим током и является тем самым раем, но на самом деле это не так. То есть можно здесь зависнуть, а на самом деле надо идти дальше. Надо идти дальше и стремиться там, где есть постоянство. Потому что здесь постоянства не будет. Никто вам спокойной жизни здесь не даст. Здесь постоянно будут качели. Поэтому жрецы и маги нашли для себя такую формулу. Они живут по принципу маленького колебания маятника. То есть маятник своей жизни можно раскачивать сильно, и тогда у тебя будут большие волновые колебания. То сначала влево, то вправо, то вверх, то вниз. Вот так будет всю жизнь тебя колбасить. И вот они решили пойти по пути наименьшего сопротивления, поэтому они не испытывают сильных эмоций, стараются держать свои эмоции под контролем, чуть-чуть порадуются, чуть-чуть погрустят. То есть они больших колебаний эмоциональных не совершают и считают, что это самое оптимальное поведение человека. Но русский человек так устроен, что у него широкая душа. Он искренне улыбается, ни о чем плохом не думает. И вот здесь есть тоже некий подвох. А как же правильно воспитывать русского человека? Потому что воспитание темных и воспитание светлых, оно отличается. Темные воспитывают своих детей следующим образом. Они говорят: вот смотри, мир дуальный. Есть темная сторона, есть светлая сторона. Мы с тобой принадлежим темным сторонам. Что бы мы с тобой ни делали, не считается особым грехом. Мы можем жить за счет светлых. То есть у них света много, мы можем приспособиться и жить за счет ихнего света. То есть если где-то что-то бушует, то где-то находится в покое. И твоя задача, чтобы у тебя дома был покой, а там на стороне кто-то за тебя должен страдать. И вот по такому принципу они живут. То есть они выстраивают свою территорию спокойствия, благоденствия, а ищут многострадальные какие-то жертвы свои, которые будут за них страдать. Обратите внимание, что происходит в мире на уровне геополитики. Есть некоторые страны, которые постоянно страдают вместе со своим народом. И это происходит с определенной периодичностью. Горе то усиливается, то утихает, но это горе постоянно существует на этой территории. А есть некоторые страны, которые войны не посещают. А если посещают, то крайне редко. В основном это страны, которые хотят, чтобы за них страдали другие. Это один вариант. А второй вариант – это страны нейтралитета. Ну, например, Швейцария. Она говорит: мы нейтралитет. Мы не за темных, не за светлых. Деньги все несите в наши банки, и все будет хорошо. Мы нейтральные. Но это опять же все условно на самом деле. Поэтому геополитика, как это ни странно, связана с дуальностью напрямую. И они прекрасно понимают, как работает наше мироздание. Они под это подстроились, выбирают жертв, которые будут вместо них мучиться, и радуются жизни. Что в этой ситуации нужно светлым, которые живут светом? Варианта два. Либо согласиться стать жертвой, но при этом как бы рассуждая о том, что вот я пострадаю здесь, выработаю большое количество света, а это действительно так. От страдания вырабатывается свет. И вот намучившись здесь, будучи мучеником, я, значит, с легким сердцем могу отсюда уйти, что тоже отчасти является правдой, потому что так оно и есть. Мучеников омега любит. И поэтому русский мир такой многострадальный. Это к вопросу о том, что многие, когда живут в свете и думают: ну я же вот светлый человек, кругом желаю только добра, но почему горе-то происходит? И все еще знаете, какой вопрос задают? А куда Бог-то смотрит? Почему не вмешивается? Почему не наведет порядок? Ровно потому, что я вам объяснил. Существует принцип дуальности, который иногда противоречит, ну так скажем, душевным каким-то нормам. Это про другое, это про вечную жизнь. И поэтому с нормами душевного человека зачастую это не совпадает. Но надо к этому отнестись с пониманием. Так вот, если бы русский мир учили именно так, что мир дуальный,
что есть те темные, которые приспосабливаются к нам, заставляют нас страдать ради того, чтобы у нас накопился свет, то даже отношение к темным, выработалось бы, так скажем, специфическое из понимания. И получается, что альфа и омега – это две руки Всевышнего. И омега играет с людьми в свет и тьму, в добро и зло, и смотрит сущность каждого человека, какую сторону выберет, светлую или темную. То есть Всевышний, по большому счету, ничего не теряет, потому что из одной руки душа передается в другую руку, и она опять идет на земное воплощение. Поэтому в этом плане Всевышний ничем не рискует, то есть души не погибают. А вот сущность каждого человека вот здесь и проверяется. Именно в этом заключается экзамен сущности человека. Ты сохранишь приверженность к человеческому роду или нет? В этом весь вопрос. Я заранее прошу прощения у всех, кто посмотрит данное видео, но я вынужден произнести то, о чем многие догадываются, но не решаются сказать вслух даже самому себе. Творцом физических тел человека в нашей реальности является сатана. Поэтому в каком-то смысле мы все являемся детьми сатаны. И именно это объясняет наличие частички некой чертовщины, которая есть абсолютно в каждом человеке. И наличие частички святости и справедливости абсолютно в каждом человеке. Абсолютно каждый человек ведет внутреннюю борьбу, испытывает сомнения, внутренний диалог при осуществлении выбора принятого решения или его отмены. Отвечает ли сатана за святость? Да. Как это ни странно, да. До уровня шишковидной железы, до уровня ясновидения, до уровня телепатии омега сопровождает развитие самосознания человека. Что происходит потом? Либо самосознание объединяется с омегой, либо идет дальше в мир альфы, в мир Софии для объединения со Всевышним. Самосознание Всевышнего так и называется только лишь потому, что оно выше всех своих частей, возвышается над всеми в нашем мироздании. Но есть и второй вариант расшифровки слова «Всевышний», и это имеет прямое отношение к данному видео. Так вот, слово «Всевышний» означает «все вы, триединый поток нашего ДНК излучаете и извергаете светом». То есть Всевышний – это и есть все мы вместе взятые. Вы знаете, когда я впервые услышал песню Агаты Кристи под названием «Черная луна», я даже не понял, как такое вообще можно написать в тексте песни. Музыка шикарная, а вот слова явно не для религиозных фанатиков, которыми я сам являлся до недавнего времени, как и миллионы других людей. Но оказывается, Владимир Пятибрат в своих откровениях глубинной книги признался, что это именно он докопался до истины и попросил братьев Самойловых написать такую песню. И тогда это много объясняет. В первом куплете этой песни говорится о черной миссии Луны по изъятию энергии человечества во время сна, о подмене понятия любви. В припеве этой песни уже говорится о некой дуальности, что сердце сверху мягкое, как трава, а снизу жесткое, как камень. Во втором куплете речь идет о черном звере, похищающем души человеческие, но в аду душа гореть не сможет, так как, во-первых, она из другого мира, а во-вторых, своим низкочастотным поведением человек сам ее блокирует. Вот такая вот песня. И ей под стать, у них есть еще вторая песня под названием «Сказочная тайга». Она получилась еще более откровенной, где они во втором куплете описывают розовый кровавый снег, упоминают сатану, который собирает души человеческие. И даже утверждает, что души всех людей сможет получить сатана. И вот это уже некий перегиб, на мой взгляд. Но это возможно, если победитель этого мира окажется один, или если души принимаются в обе руки Всевышнего, передавая их из рук в руки. Но хозяин этих двух рук один и тот же – Бог. И тогда Бог ничем не рискует, Он всегда свое заберет себе. Поэтому в глобальном смысле Бог един. Хотя религий на земле много, чтобы было много жизненных путей к познанию самого себя и мироздания в целом. И религиозные войны, развязанные религиозными фанатиками, не имеют ничего общего с божественной любовью. Точно так же, как лингвистические фанатики готовы всех уничтожать на своем пути при расшифровке букв русского языка. И одним из путей познания истины мироздания через любовь всеобъемлющую является расшифровка символов букв современного русского языка по системе Сергиенко, которая не воюет ни с кем, а наоборот пытается объединить самые лучшие трактовки в единую систему мироздания.
И проблема заключается в том, что когда представители русского мира не объясняют, как устроено мироздание, говорят о том, что ты просто живи добрыми делами, ни о чем не думай. Но мозг человека так устроен, что ему все интересно познать. Разобраться, почему такая жестокость, ответить себе на вопрос в первую очередь, почему именно так, почему у меня возникают темные мысли, ведь я же светлый человек, откуда берется вот эта червоточина. И когда человек начинает распутывать этот клубок вопросов, если ему нормально родители не объяснят, если нормально церковь не объяснит, если в школе не будет предмета естествознания о мироустройстве, то тогда человек душевно может совершить трагическую ошибку, перепутав плюс с минус. То есть у душевного человека на определенном этапе может возникнуть некое разочарование в происходящем, поскольку он светлый человек, и он хочет света искренне, но здесь его не видит, тогда возникает разочарование. И чтобы разочарования не было, только один способ – рассказать ему правду о нашем мироздании, что оно дуально. Тогда он все поймет, тогда все станет на свои места. И тогда он никогда не перепутает, что свет находится на солнце, и когда он разрешит какому-то магу присоединить себя к земле, он должен понимать, что его тор перевернется в сердце, и его душу заземлят. Его солнечный свет может потухнуть. Он это должен знать. И каждый русский человек должен об этом знать. Что когда хоть кто-то вам предлагает заземлить вас и скажет вам, что ваша энергия будет уходить в землю, знайте, что с этого момента ваша светоносность пропадает. И когда кто-то вам будет среди темных объяснять, что человека создал сатана, не верьте ему. Потому что это полуправда. Да, полуправда именно. То есть частично это является правдой. Человеческое тело, да, создал Омега. Это правда. Но что касается добра энергетического, и в первую очередь мы говорим про солнечную душу, то это уже ипостась мира Альфы. И душа является частичкой Всевышнего, которого в русском мире называют Бог-Род. Так вот, когда мы расшифруем имя Род, то мы поймем, почему именно так называется этот Бог. Имя Род означает «разум образует добро». И многие даже, когда докапываются до этой расшифровки, то думают, это говорит о чем? Что он не злой, он добрый. И вот опять же подмена идет понятия. Речь идет о добре энергетическом. Так вот, разум образует добро энергетическое. Это не про зло и не про то добро, которое противодействует злу. Эти понятия немножко про другое. Дело в том, что высший разум образует добро энергетическое, то есть душу, которая сюда приходит, в этот мир, в мир духов, для того, чтобы получить здесь опыт земного воплощения и стать более мудрой за счет объединения с земным духом в одну единую сущность. Более того, Всевышний, которого называют Бог-Род, вот он-то и причастен к сотворению духов, которые тоже начинаются на букву «Д». Это тоже добро энергетическое. Поэтому Всевышний и Бог-Род создает как души, так и духи. Давайте рассмотрим пример с торсионными полями. Например, говоря о торсионных полях, какую часть тела человека называют торсом? Там еще есть такое понятие «голый торс», часто можно услышать. Все верно, это туловище. Вот что формирует торсионное поле человека. Слово «торс» значит «тело образует разумный свет». Вот что лежит в основе торсионных электромагнитных полей – это разумный свет эфира человека. Но голый торс формирует как положительную, так и отрицательную энергию. То есть в туловище есть как плюс, так и минус. А вот если нужно выделить именно божественную энергию, то при этом использовали второе слово – бюст. И это слово означает божественный, единый с космосом свет тела. Именно поэтому до наших дней дошло такое большое количество бюстов, хранящихся в музеях разных стран мира. Третья истина гласит о том, что наше мироздание имеет разумный эфир электромагнитных полей, состоящих из мысленной энергии покойников. Каждый умерший человек высвобождает из своего физического тела мысленную энергию триединую или разрозненную. Если мысленная энергия триединая, то имеет значение качество этой энергии ядра сущности для последующего размещения в соответствующем эфире. Если эта энергия разрознена в виде отдельного не объединившегося добра людской памяти, духа и души, то они будут ждать своего следующего земного воплощения для решения этой триединой задачи или могут стать энергетическим фоном для взращивания остальных самосознаний человечества. Четвертая истина гласит о том, что наше мироздание в сечении имеет форму 8,
как символ вечности основного потока энергии. В объемном изображении это форма яблока. Так, на минуточку. Поэтому совершенно случайно символ надкушенного яблока компьютерной фирмы Apple и библейская история о запретном плоде, как плоде с дерева познания добра и зла в Эдемском саду, который Бог повелел Адаму и Еве не вкушать, и их выгнали из рая только потому, что они прикоснулись к понятиям торсионных полей. Они познали мироздание. Гиперинтеллект Омега ввел запрет на знание торсионных полей для чистоты эксперимента над человечеством во времена ночи Сварога. Надо понимать, что во времена ночи Сварога здесь проявляется темная сущность Омеги. И мы все знаем, как его зовут в этом случае. Сатана. А когда наступает день Сварога, то здесь проявляется его светлая сторона. Вот мы и так его и называем Сварог. И тогда наступят светлые времена для русского мира. Наконец, пятая истина. В то же время можно вести речь о том, что в сечении на плоскости наше мироздание имеет форму знака бесконечности, который пересекается символ вечности цифры 8. Поэтому уместно говорить о том, что в сечении на плоскости наше мироздание имеет форму X-образного креста, который нашел свое отражение в символе Андреевского флага. Белое прямоугольное полотнище с синим голубым косым Андреевским крестом, который назван по имени апостола Андрея Первозванного, распятого по преданию на косом кресте, потому что он всем объяснял, что именно такая форма креста является сакральной истиной. Флаг с Андреевским крестом впервые зафиксирован в печатном издании в 1503 году и является символом, на минуточку, военно-морского флота России. Высшая государственная награда Российской Федерации – это орден святого апостола Андрея Первозванного. Тоже не просто так. И это тоже не случайность, а наследие Петра I, как выясняется, подмененного легализованного европейского пирата во время ночи Сварога, построившего морскую Российскую империю, если так можно выразиться, на руинах Великой Тартарии под общим руководством Ватикана, наследие Римской империи. И справедливости ради надо отметить, что совершенно случайно современный флаг России имеет триколор, имеющий самое правильное расположение цветов, не в обиду будет сказано другим странам. На государственном уровне официальная расшифровка цветов нормативными документами не закреплена. Но описание общеизвестное следующее. Первое. Белый цвет. Это божественная чистота, благородство, мир и непорочность. Иногда подразумевает искренность, стремление к нравственному совершенству, духовную чистоту помыслов. Символ высших миров Всевышнего – белый цвет. Символ водорода и чистой воды – белый цвет. Второе – синий цвет. Этот цвет традиционно связывают с небесами, с верностью, честностью, безупречностью и целомудрием. Иногда подразумевает верность Отечеству и готовность его защищать. В дореволюционной традиции синий цвет нередко соотносили с покровом Богородицы, небесной покровительницы России. Символ женского мира, гиперинтеллекта Альфа, источника человеческих душ, правой руки десницы Всевышнего в мире Альфы – это синий цвет. Третье – красный цвет. Этот цвет традиционно связывают с символом мужества, силы, отваги, героизма. Иногда подразумевает жизненную энергию, любовь к родине, цвет крови, пролитой за Отечество. Символ мужского мира, суперинтеллекта Омега, источника человеческих духов, левой руки Всевышнего в мире Альфы. Красный свет – это его. Именно так располагается солнечный свет от низкочастотного инфракрасного излучения до высокочастотного ультрафиолетового излучения, а при их объединении, когда все цвета радуги объединяются в единый пучок света, то образуется белый божественный свет. Однако коммунисты до сих пор указывают на то, что именно красное знамя красноармейцев, истреблявших белогвардейцев, указывает на независимость и приверженность только красному низкочастотному сектору. Немало русской крови было пролито во времена революции, практически полностью истреблено казачество Российской империи. В революционные времена Россия прошла даже через сексуальную революцию. Просто об этом мало кто говорит, когда можно было спать с кем угодно, перешагнув через свою нравственность. Но сейчас мы не будем обращать внимание на ту национальность, которая доминировала среди революционеров. Многие и так прекрасно понимают, какие силы за этим стояли. Но есть одно но. Красное знамя Победы 1945 года тоже имело красный цвет, и поэтому для многих представляет особую ценность. И как выясняется, окончательная победа не произошло, и мы до сих пор видим последствия этого. Шестая истина гласит о том, что уместно говорить о великом кресте мироздания, сочетающем вертикальную и горизонтальную ось, которая разделяет мироздание на 4 части.
имеющих диагональное распределение энергии. Поэтому тема крестов была общеизвестна еще до возникновения православия. Диагональное распределение энергии формирует так называемый косой крест, если мы фронтальную зону совместим с тыловой зоной торсионного поля на примере статичной фотографии. Вот почему имеет значение, в какую сторону вращается человек. Направление вращения меняет общее направление движения электрического тока по правилу правой руки или, по-другому говоря, по правилу буравчика. До сих пор эзотерики практикуют вращение для объединения духотворенного духа с душой в единую энергетическую сущность, а также для временного увеличения площади покрытия ауры человека. Мужчины сначала вращаются влево, количество вращений определяет сам человек в зависимости от состояния своего здоровья, а завершает вращение вправо, хотя бы на 1 круг больше, чем влево. Общий поток электрического поля у мужчин всегда идет правильно сверху вниз, как предусмотрено Творцом изначально. Те, у кого мозжечок расстроен употреблением алкоголя, быстро ощутят, что последствия употребления алкоголя несовместимы с вращением тела. Трудно будет устоять на ногах, будет головокружение. Женщины же наоборот, сначала вращаются вправо, а завершают вращение влево, хотя бы на 1 круг больше, чем вправо. Общий поток электрического поля у женщин тогда идет правильно, снизу вверх, как предусмотрено Творцом изначально. То есть опять же мы говорим о дуальности, мужские и женские энергии противоположные. И направление движения потоков электрического тока противоположное. Поэтому часто земной поток снизу вверх против часовой стрелки изображает красным женским цветом, как это принято в нашей реальности, а космический поток сверху вниз по часовой стрелке обозначает синим мужским цветом, как это принято в нашей реальности. В этом плане мужчины и женщины разноразрядные и притягивают друг друга магнетически, испытывая влечение друг к другу не только физически, но и ментально. Дело в том, что это изначально так придумано Творцом для продолжения рода человеческого. Мысли мужчины в большинстве случаев солнечные, а у женщин в большинстве случаев земные мысли. Кто женат, те знают, о чем я говорю. Причем организм мужчины настроен на принятие солнечной энергии сверху вниз, а женский организм настроен на передачу земной энергии снизу вверх к Солнцу. Чуть позже мы с вами увидим, какая реакция происходит по законам физики при объединении малого сознания с большим сознанием. А пока можно ли сказать о том, что мысли мужчин питают Землю энергией, а мысли женщин питают Солнце энергией. И в большинстве случаев в семейной паре мужчина выше роста женщины, и когда они стоят лицом друг к другу, то разнонаправленная энергия протекает между ними по волнообразным изгибам, как змейка, притягиваясь разноразрядными полюсами. Отсюда возникает и влечение друг к другу. В то же время, когда мужчина и женщина смотрят друг на друга, то напротив правой руки мужчины оказывается левая рука женщины, а напротив левой руки мужчины оказывается правая рука женщины. И когда они идут рядом под ручку, происходит то же самое. То есть изначально так придумано Творцом, когда мужчина стоит напротив женщин, то их притяжение друг к другу усиливается. И возникает увлеченность друг другом. И были жаркие дебаты на ранних вселенских церковных соборах, вроде Эфесского в 431 году, о том, есть ли у женщины солнечная душа, так как она сильно отличается от мужчины, отягощена земными вопросами. В ходе долгих дебатов выяснили, что есть. На Маконском соборе 585 года один из епископов высказал мнение, можно ли применять женщине латинского слова «homo», что означает человек, который в формулирующихся тогда романских языках, французском, итальянском, постепенно сужалось, и в первую очередь слово «человек» относилось к мужчине. И выяснили, что в Ветхом Завете при описании сотворения говорится, мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя Адам. Имя Адам означает человек, сделанный из земли, и этим именем Бог назвал обоих, и мужчину, и женщину. Кроме того, в Евангелии Иисус Христос называется Сыном Человеческим, поскольку Он родился от девы, то есть от женщины. Поэтому принято решение, что женщину можно называть человеком. Разнонаправленность мужских и женских энергий объясняется на уровне нашего ДНК. И вот тут очень интересный момент. Совершенно случайно. Двойная спираль ДНК человека имеет две разнонаправленные полинуклеотидные цепи. На данном рисунке левая цепь ДНК будет иметь направление движения вниз от 5 к 3, а правая цепь ДНК будет иметь направление движения вверх от 5 к 3. То есть пятый конец ДНК, 5', это конец цепи, где фосфатная группа присоединяется к пятому атому углерода сахара, а третий конец ДНК, 3', это конец цепи, где к третьему атому углерода сахара присоединена свободная гидроксильная группа минус OH.
И поскольку в закрученном клубке ДНК трудно понять, где находится правая, где левая часть, то ученые не решаются озвучить, чем мужское ДНК отличается от женского. Но отличие есть, и объясняется это все энергетически. Совершенно случайно генетики выяснили, что ДНК человека разрушается ежедневно под действием множества факторов и окислительных реакций организма. Поэтому внутри человеческого тела придумана целая фабрика по постоянному восстановлению ДНК человека со скоростью, так минуточку, если задуматься, примерно 1000 восстановлений за 1 минуту. Если не осуществлять постепенное восстановление ДНК человека, то физическое тело очень быстро погибнет. Но вот не знаю, слышал из вас кто-то это раньше или нет, но только задумайтесь об этом, что каждую минуту ваша ДНК из-за окисляющих процессов разрушается в организме и пытается восстановиться со скоростью 1000 восстановлений в минуту. То есть тело человека постоянно как бы пересобирается заново. Поэтому, если назначенное время пришло, то восстановление ДНК прекращается, и человек постепенно угасает при разрушении ДНК. Всего лишь по генетической команде прекращается процесс восстановления ДНК человека, который сопровождал его всю свою жизнь. И существует распространенное мнение, что тело человека полностью обновляется за 7 лет. Это, конечно, некое упрощение, но это факт. И те, кто когда-нибудь спрашивал себя, а почему именно в 7 лет дети начинают ходить в школу, да именно потому, что через 7 лет организм ребенка заново восстанавливается уже в этом мире, в проявленном. И он готов для того, чтобы заново идти себя разрушать и заново себя собирать, уже осознанно. И вот эта цикличность пересборки человека, обратите внимание, 7 лет, 14, 21 год, 28 лет, 35 лет, 42 года, 49 лет, 56 лет. Это тот самый возраст, когда человек может понять, что что-то в его жизни поменялось на уровне физического ощущения. Но при этом есть некие живые клетки, которые будут неизменно работать. Например, нейроны центральной нервной системы, за редким исключением, только в гиппокампе меняются, а так они неизменны. Они восстанавливаются после повреждений. Клетки сердечной мышцы, кардиомиоциты также обновляются очень медленно, а и у пожилого человека большая их часть остается неизменной с молодости. Обратите внимание, живые клетки сердца остаются прежними только потому, что там живет душа. Поэтому какие-то живые клетки меняются за считанные дни, другим потребуются месяца и года, а некоторые остаются с нами на протяжении всей нашей жизни. Именно так задумано Творцом. И помимо ДНК человек имеет РНК, которая умеет сканировать, дублировать разрушенную ДНК, считывая необходимую информацию с ДНК и направляя соответствующую информацию в мыслительный процесс человека. Наша ДНК очень тесно связана с мыслительным процессом человека, поэтому совершенно случайно в современном русском языке буква М мысли и буква Н наша ДНК стоят рядом в русской азбуке. Вот почему все говорят о необходимости одухотворения духа, так как именно земной дух руководит процессом регулирования деятельности организма на уровне ДНК человека. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что у мужчин постоянно разрушается и постоянно восстанавливается правая полинуклидная цепь двойной спирали ДНК человека, сохраняя общий поток энергии сверху вниз, поэтому правая часть тела считается мужской. А у женщин, наоборот, постоянно разрушается, постоянно восстанавливается левая полинуклидная цепь двойной спирали ДНК человека, сохраняя общий поток энергии снизу вверх. Поэтому левая часть тела считается женской. То есть все это объясняется на уровне генетики. Причем задачей РНК является точное копирование и восстановление без ошибок ДНК человека. Но если вкрадывается какая-то ошибка, то у человека способны меняться пристрастия и вкусы. Но, наверное, так или иначе каждый через это проходил. То есть проходит какое-то время, человек говорит: а мне уже вот эти продукты питания не нравятся. Раньше мне не нравилось вот это, а теперь я эти блюда с удовольствием кушаю. То есть, значит, уже что-то, какие-то изменения на уровне ДНК произошли. А это значит, что уже при копировании и восстановлении разрушенного ДНК какие-то незначительные ошибки закрались, то есть произошли. Таким образом, наличие отдельных незначительных ошибок способствует постоянному изменению сознания человека, чтобы не было застоя сознания. Чтобы человеку было интересно жить и познавать этот мир. Так задумано Творцом. На этом мы завершаем первую часть видео, посвященную букве Н, что означает наша ДНК. И в завершении данного видео прозвучит ироничная песня группы «Музыка света» с игрой слов под названием «Случилось это все давно».
Возможно, игра слов, получившаяся в припеве данной песни, кого-то даже позабавит. Всем доброго бытия, до новых встреч! Все говорят, побольше выпей и забудь, что вокруг тебя так много суеты. Только так ты сможешь в бездну заглянуть, где, возможно, ты коснешься пустоты. Все говорят, ты успокойся, покури, в дыму попробуй сам себя найти. Ты сигаретным огоньком себя зажги и в свои легкие пусти пустые дни. Случилось это все давно, давно. Добра разрушено ядро, давно. Наружу вылезло нутро, давно. Навязано нам это все давно. Все говорят, наколку выбей ты свою, чтоб легче было отличить себя в строю, чтоб агрессивней выглядеть в бою, чтобы сказать, от моды я не отстаю. Все говорят, ты сматерись, чтоб легче стало, ведь раздражений очень много на пути, и психика твоя давно уже устала. Ты матерись как можно чаще, не терпи. Давно случилось это все, давно, давно. Добра разрушено ядро, нутро, давно. Навязано нам это все давно. Все говорят, что жизнь в разврате очень сладко, и ты попробуй по рукам чужим пойти. Поймешь ты быстро, что зараза это гадко, что в зоне риска можешь ты себя найти. Все говорят, что здесь друг друга поедают, что выживает только лишь сильнейший. И многие от этого страдают, но приспособиться способен лишь хитрейший. Давно случилось это все, давно, давно. Добра разрушено ядро, давно. Наружу вылезло нутро, давно. Навязано нам это все давно. Но если чувствуешь свой свет ты изнутри, значит не все
И можно жизнь свою легко тут отравить, чтобы свет звезды в душе своей хранить. Страх земной любовью нужно победить.